Приветствую всех у себя на кухне. Сегодня приготовлю несложную овощную запеканку. Овощную запеканку я уже попробовал. И есть два момента, которые лично мне не совсем понравились. А именно, если будете запекать запеканку, то возьмите посуду лучше пошире, чтобы она у вас получилась невысокая. Этим самым вы сократите время запекания. Ну и второй несомненный плюс, что ваши овощи не переготовятся, то они не станут слишком мягкими. И еще, если будете добавлять тархун, очень осторожно, совсем в маленьком количестве, иначе он будет доминировать. Приятного просмотра. Ну, при выборе овощей здесь, в принципе, каждый может подобрать овощи на свой вкус. У меня сегодня в моей запеканке будет присутствовать кабачок, морковь, зеленый горошек, красный болгарский перец, брокколи и баклажан. Баклажан я предварительно от кожуры очистил. Это не обязательно, и я так хочу. Несколько видов овощей я подвергну тепловой обработке, а остальные не обязательно. В данном случае баклажан я обязательно обжарю. И брокколи буквально 2 минутки отбланширую в воде. Воду я хорошо присаливаю. Так и сразу же подготавливаю чашку с холодной водой, где я брокколи охлажу. Ну и обжариваю баклажан. Баклажан я сразу присолю. Сейчас сорта баклажанов выращивают не горькими, поэтому я никогда баклажаны в соленой воде не вымачиваю. Если вы, конечно, будете использовать другие овощи, такие как стручковая фасоль, ее нужно доводить почти до готовности. 2 минутки истекли, брокколи готово. Можно морковь минутки на 3. Не обязательно, но можно. Баклажаны для запеканки нужно обжаривать обязательно, так как сырыми. Но если кто-то, конечно, любит стеклянные баклажаны, то тогда да, а так ни в коем случае. Через 2 минутки я воду солью. Готовые баклажаны я отбрасываю на бумажную салфетку, чтобы они впитали лишний жир. Следующим шагом я припущу немного болгарский перец. Этого не обязательно делать, он и так дойдет в запеканке, но так будет вкуснее. Сразу присаливаю, можно добавить розмарина. Все, этого будет достаточно. Отбросил на сито, чтобы избавиться от лишнего жира. Так, ну и сюда же отправляю кабачок. Тоже буквально вот чуть-чуть, 2 минутки, не больше. Обжариваю, присаливаю и на сито. Достаточно. Все, овощи у меня все готовы. Остывшие баклажаны я нарезаю на кубики. Готовые овощи отправляю в чашку. Ботанику убираю. Еще немного присаливаю. Перца. У меня есть немного тимьяна. Добавляю сюда. И немного тархуна. Если у вас нет каких-либо трав, возможно, у вас найдется дома прованские сухие травы. Можете их добавить. Ну и натру буквально 1 зубчик чеснока. Ну и все тщательно перемешаю. И отправляю в форму, в которой буду запекать. Размер формы у меня 1,6 литра. Я просто взял мерный стакан, налил сюда воды и знаю, сколько у меня воды поместилось. 1,6. А количество овощей в сыром виде составило 1 килограмм 150 грамм. Возможно, возникла какая-то небольшая потеря при обжарке, но она минимальная. Так, и подготавливаю заливку. 3 яйца. Каждое последующее яйцо вбиваю отдельно, на случай испорченности. Все нормально. Добавляю молока, добавляю соли, перца, мускатного ореха. Все тщательно перемешиваю, пробую на вкус. Если чего-либо не хватает, добавляю. Добавляю немного муки. И заливка у меня готова. И заливаю форму. Да, количество всех ингредиентов вы найдете на канале. Посыпаем тертым сыром. У меня в данном случае гауда. Вы можете взять любой другой нетвердый сыр, который хорошо плавится при запекании. И отправляю запекаться в духовку при температуре 180 градусов вверх-вниз до полной готовности. Примерно составит по времени наверняка 30-40 минут. Точнее скажу позже, как приготовиться. В положении чуть ниже среднего. Так, ну вот запеканка готова. Так, ну результат налицо. Налицо, что она еще сырая. Сверху она выглядит прекрасно, а середина еще не пропеклась. Поэтому температуру убавляю, так как корочка у меня уже хорошая. И буду доводить до готовности при температуре 160 градусов.
Возможно, если увижу, что сверху начнет подгорать, переключу только духовку на низ и доведу до готовности. Так, ну вот еще одна попытка. Ну все пропеклось. Я задвинул запеканку еще на 25 минут. Последние 5 минут из которых я доводил до готовности только снизу. Но теперь, чтобы мне его разрезать, нужно немного дать ему остыть, чтобы показать вам, что все нормально. Ну вот запеканка немного подостыла. У нее сейчас температура 81 минус 4, на 4 градуса мой термометр врет, и получается 77 градусов. При этой температуре ее вполне возможно уже нарезать. Но я особо красоту наводить не буду. Да, она еще не совсем остыла, но форму держит. Вот так вот он выглядит уже в остывшем состоянии. То есть прекрасно держит форму. Все отлично. Пару моментов, которые бы я хотел озвучить. Духовку прогревайте непосредственно с запеканкой, потому что начинка у вас должна прогреться. У каждого духовка индивидуально. Если вы не уверены, начните с температуры 160 градусов. Повысить температуру вы всегда сможете. А вот если уже сгорело и сырое внутри, то нет. После 30 минут пребывания в духовке, не вытаскивая запеканку, проткните ее ножом, чтобы убедиться, что внутри она тоже готова. Ну а так все. Желаю вам хорошего настроения, приятного дня и до новых видео.